Добрый день! Здравствуйте! Начала готовить сладкий стол. Помимо того, что сегодня 10 января, дети пошли в школу. У нас вообще сегодня столько новостей. Так еще и у нас на 13 порций. 2000 подписчиков, даже уже 2028. Спасибо вам, друзья. Но надо приготовить сладкий стол, чтобы вместе с нашими друзьями, со зрителями, вместе со всеми детьми отпраздновать. И я начинаю приготовление. Я растопила масло сливочное прямо на газу в кастрюльке. Теперь я добавляю сюда сгущенку. Бисквит будет на сгущенном молоке сегодня. Такой я еще на своем канале не делала. Но пропорции не смотрите. Пропорции я укажу и расскажу, как обычно, сколько вот лист получилось, сколько в нем порций, когда замешиваешь, чтобы знать точно. У меня обычный стандартный противень, который используют газовая печка. Небольшая, не маленькая газовая духовка. У меня обычный стандартный противень вот лежит. И вот я смешала сливочное масло со сгущенкой. Да, такой красивый получается. Сливочное масло топленое. Теперь я добавляю сюда яйцо. Яйцо. Может, яичко скажешь? Нет. Яйцо. Девочки меня поправили. Добавляю соду. Соду обязательно погашу. Ее можно погасить уксусом. Я погашу соком лимонным. Так вот ее хорошо загасила. Такая она у меня загашенная. Соком лимонным. И соль добавляю. Все. И все перемешиваю. Хорошо, хорошо. Мука заранее просеянная. Я ее высыпаю. Так. Все. Наше тесто готово. Представляете, какое легкое. Сейчас я ее отправлю. Этот пирог 150 градусов. Духовка у меня уже подогретая. Уже стоит на 150 градусов 40 минут. Такой простой пирог. Вот кто пекет в простой форме, вот в таких в круглых, одной баночки сгущенки, то есть одно тесто. А я пеку на таком противне, поэтому я делаю две на большую свою семью. Так, и все выкладываю. Все, вот оно, все тесто. Пластмассовой, силиконовой лопаточкой все убираю. Все. Оп. Но очень вкусный бисквит. Не надо ничего взбивать. Такой, можно сказать, ленивый бисквит, да? Я использую силиконовые коврики. Я уже к ним так привыкла. Я их, как вижу, покупаю. Потому что, говорят, есть бумага с силиконом. А у меня не попадается мне на глаза, поэтому я использую силиконовые коврики, и меня они, в принципе, устраивают. Эти коврики чуть-чуть стуканем, чтобы... И отправляем на 150 градусов на 40 минут. Даже ни разу заглядывать не надо. Вот поставили, и пусть стоит. Но... Через 35 минут загляните, потому что, смотря какая у вас духовка все-таки. Пекла ровно 35 минут. Смотрите, он как поднялся. Смотрите, он какой стал красивый. Запекся, зажарился. Сейчас я все края обрежу для того, чтобы можно было... О, смотрите, как он легко вообще с ним работать. Теперь я поставлю сюда. Очень легкий, легко замешивается, легко работается. Это я для посыпушечки, чтобы украсить. Это как мам любит мяч.
Иди обняй. Спокойной ночи. Все. Да. Я люблю тебя, мама. Я тоже тебя люблю. Спокойной ночи. Я приду сейчас. Дети укладываются спать. Завтра в школу. Время 10 часов. Но еще нету 10. Вот какой у меня получился. Может, вообще 2 тортика сделать? Ну, так вообще. Пополам. И у меня еще один сейчас выпекается. 2 тортика сделать. Вот это вот у меня двойная порция. 2 банки сгущенки. Можно было, конечно, вообще одинарную делать. И, да, вот так сделаю. Сделаю 2 небольших. И я их разрежу. Вот. Чтобы они прям были тоненькие-тоненькие. Во какой у нас будет торт. Во. Представляете, он какой вкусный бисквит. Он же со сгущенкой. Ой, пусть остывают. Ты куда? Я там не сплю, Сейчас все пусть остывает. Такой высокий. И еще сейчас один делается. Во. Девчонок сегодня отвела к репетитору. Анюту отвела. Анюта все-таки подросла. Анюта слушалась сегодня репетитора. Я такая счастливая. И позанималась. И Снежана, до Нового года они же очень болели. Я жду, пока у меня остынет. Они же очень болели. И Снежана пришла со школы перед больничным и говорит: мама, отправь меня к репетитору. Она раз отставала, 2. Поэтому я их записала к репетитору. Пока у меня остывает, у меня уже почти остыло, я делаю крем сметанный. Просто сметанка с сахарной пудрой. Просто ничего затейливого нету. Перемешиваю. Вот. Пока я делаю сметанковый крем, у меня подтаивает клубника. Я хочу сделать клубнику, сахар и крахмал. И проложить тоже. То есть будет как будто бы сливки, да? И клубничка. Так. Сразу сделаю посыпку. Пока у меня остывают коржи, я заготовила крошку. Я сейчас сделаю клубничную такую помадку. Прокладу клубникой, то есть сливки в клубнике. У меня вот это сахар, это у меня мороженая клубника моя. Она растаивает, а это крахмал. Сейчас я включаю газ. Включила газ, крахмал и сахар. И начала растаивать. Сейчас клубника даст сок. Она мороженая. Растает, разойдется, крахмал, сахар. И будем на сметанку выкладывать. Сейчас без остановки мешаю, чтобы ничего не прикипело. Во, клубника растаяла. А если бы свежая была, то сок бы дала. У меня свежей, конечно, нету. У меня только мороженая моя, крупнячка такая. Я взяла толкушечку, даже по толку ягодку, чтобы она кусками не попадалась, чтобы точно вся растаяла. Она столько сока дала. О. Вот как закипит, 3 минутки хорошо помешать. Вот она закипела. 3 минуточки хорошо прям. Оно не пригорает, сок клубника дала. Сахар растворился и крахмал. И сейчас я, когда выключу, я выложу в тарелочку, чтобы побыстрее остыло. С горячей кастрюльки уберу. Чтобы побыстрее уже готовить. И этот я уже. Все, у меня уже второй торт готов. Ой, какой он, смотрите. Легкий,
Пышненький. Без лишнего взбивания, без ничего. Все, пусть остывает. 2 тортика и оба остынут. Ну вот, этот торт у меня уже остыл. Я начала собирать, а второй еще делается. Делайте такой торт. У кого нет, представляете, не надо взбивать миксером. Тесто нежное-нежное получилось, благодаря сгущенке. Вот в этом-то это двойная порция. Может быть, у кого-то еще больше подымется. Не надо ничего взбивать. Все размешал вручную и поставил. Крем тоже. Вот мы сейчас сметанку выкладываем. Сметаночку вот так. Вот. Оп. Сюда. Сметанка здесь идет с сахарной пудрой. Хорошо, так видите, я и на те слои, которыми прикрывать буду, и на эти слои выкладываю. Если где-то не достану, 2 слоя. Какой сверху? Вот этот гладенький положу сверху. Хочу на тарелочку переложить сразу. И уже на ней делать все грязные дела. Он уже нормальный, смотрите. Их можно даже так оставлять. Ну, мы тирамису покупаем, они такой высоты есть. Вот такой, да? Ну. Так сделаем. Так, у меня на второй торт там остывает клубника. Такие кусочки вот так. Они разойдутся там. Все. Чик. Чик. И с той стороны мажу, и с той. И сейчас вот так. И все, и в холод настаиваться. Он станет тверденький, хороший. Во какой будет. Вот это будет торт. Красота неописуемая. Как свадебный. Высокий. Главное, чтобы Ванечка сейчас с него не выскочил такой. Мама. А почему Ванечка? Ну, бывает же, что в кино показывают, торт завозит, а тут раз кто-то выскакивает. Теперь я буду посыпать. Смотрите. Мелкой-мелкой крошечкой. Теперь я хочу на бока эту крошечку еще такую маленькую сделать. Вот я что делаю. Сейчас вот так сделаю. Так, раз. Все. Да, лепота. Тортики красивые. Очень красивые. Девочки, мальчики. Коржи я уже пробовал, вкусные. Девочки и мальчики, ничего взбивать не надо. Никакие пики желтков не надо. Все перемешал в духовку. 150 градусов, 40 минут, 35. 35-40 минут, зависит от духовки. Достал, разрезал, намазал. На ночь поставил пропитаться. Я думаю, через 3 часа уже готовы будут. Ну, на ночь оно все застынет. И вот так вот будет вкусно. Ну вот, мои хорошие, прошло 2 часа, как я сделала торт. Смотрите, как он режется. Смотрите, как он режется. 2 часа. Он еще не застыл хорошо. Но смотрите, какой он хороший. Посмотрите, какой. Какой вкусный.
запах стоит. Запах стоит сметаны и клубники свежей. Делайте такой торт. Девочки, рекомендую очень сильно. Был бы плохой, не рекомендовала. Очень нежный, очень вкусный. Можете делать даже с одной банки сгущенки тоненькой. И у вас как в 2-3 получится. Это я такие сумасшедшие делаю торты здоровые. Делайте, не пожалеете. Правда. Даже если клубники не будет, мне кажется, можно смородину свежую, бруснику, можно голубицу, без разницы что, тоже на сливки положить. А если ягоды никакой не будет, то можно просто сметанкой. Но ягода дает изюминку. До скорой встречи, друзья!